Удары дронов по Украине и России, несколько пожаров, погибли дети. В Москве школьников ставят на воинский учет. Всем привет, это новости «Воздух» на Ходорковский лайв. Подписывайтесь, ставьте лайки, мы начинаем. В центре Грозного сегодня ночью горел торговый центр. Пожар возник в двухэтажном здании крупного грозненского рынка Берката, охватил все помещения. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. Огонь тушили 75 человек и 10 единиц техники. Никто не пострадал. Еще один пожар уже с погибшим произошел в Бурятии. Там горел частный дом в селе Нижняя Иволга. Погиб 13-летний мальчик, его мать и 16-летняя сестра попали в больницу. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Еще одна трагедия произошла в Пензе, области. Там тоже горел частный жилой дом в селе Малая Сердаба. Погиб 10-летний мальчик, пострадала женщина 40 лет. А в Турции после крупного возгорания объявили национальный траур. Там продолжает расти число погибших при крупном пожаре на горнолыжном курорте Карталкая. Сейчас в списке уже 76 человек. Установлены личности 52 из них. Возгорание произошло в гостинице на территории курорта. В этот момент в отеле находились 238 постояльцев. Были ли среди них россияне, неизвестно. Задержаны 9 человек, которые могут быть причастны к пожару. Более 1000 домов остались без электричества в Сибири. Авария затронула 9 районов Новосибирской области. Причина – сильный ветер и мокрый снег, налипший на провода. Поломка случилась на подстанции в Первомайском районе. Из-за непогоды в регионе ввели режим повышенной готовности. Он будет действовать до 27 января. Сегодня ночью в области также ожидается серьезное похолодание. До этого 2 дня подряд жители нескольких районов Новосибирска оставались без тепла в морозы. Аварии на сетях происходят регулярно, при этом в регионе утвердили повышение коммунальных тарифов на 13,5%. Без тепла остаются и жители Северо-Красноярского края. Там ситуация хуже. В Хатанге за полярным кругом доходит до 50 градусов мороза. Вот так. Мы закрываем окошки в детской комнате. Стекла потрескались благополучно. Лед выдавливается из-под подоконника. Люди пишут в соцсетях, что носят дома несколько слоев одежды и теплую обувь, но это мало помогает. В квартирах замерзает вода даже в унитазах. По данным издания «Красноярск-24», температура опустилась до плюс 4 градусов в жилье. Проблема в работе местной котельной, причем мерзнуть жители начали еще 17 января. Они обратились к властям, но те заявили, что поломка уже устранена. По словам жителей, это не так. Сильные морозы в Хатанге сохранятся до конца недели. В Таиланде полицейский открыл стрельбу по гражданке России. Женщина вышла на улицу, начала выкрикивать нечленораздельные фразы, попыталась забраться на чужую виллу. Очевидцы вызвали полицию, тогда она зашла в ресторан, взяла там нож и попыталась напасть на силовиков. Задержать россиянку удалось после того, как полицейский выстрелил ей в руку резиновой пулей, и та выронила нож. Женщина приехала на Пхукет на фестиваль электронной музыки, теперь она под следствием. Российские военные ударили по жилой инфраструктуре Украины. Это город Николаев. Там во время атаки беспилотников пострадали 2 человека. Одну пенсионерку достали из-под завалов ее частного дома. Женщина находится в тяжелом состоянии. Эвакуированы жители многоквартирного дома. Там начался пожар после падения обломков дрона. Также возгорания произошли еще в 5 местах в 2 районах города. Получило повреждение трамвайное депо и стоящие там трамваи и троллейбусы. В Сумской области тоже был налет дрона. В 20 домов в частном секторе Сум получили повреждения. Ранен 5-летний ребенок. Еще 2 жителям врачи поставили диагноз «острая реакция на стресс». А в России, в Ростовской области, обломки уже украинского дрона упали у детского сада. Это произошло в городе Красный Сулин. Пострадавших нет, учреждение сегодня закрыто. Также пострадал частный жилой дом. Всего за минувшую ночь, по данным властей, в Ростовской области сбили 15 беспилотников. У Минобороны своя картина. В сводке фигурирует почти вдвое меньше 8 дронов в Ростовской, Курской и Воронежской областях.
Куряне запустили акцию «Я, мы, нужные люди» с требованием эвакуировать родных с подконтрольной ВСУ территорий. Активистка Любовь Прилуцкая сообщила, что в оккупации остается около 3000 человек, включая ее родителей. Участники публикуют в соцсетях фотографии близких с хэштегом, чтобы привлечь внимание властей. Некоторые пытались эвакуировать родных через военных и общественные организации, но многие боятся раскрывать их имена. Ранее активисты раскритиковали неточный список пропавших без вести, опубликованный уполномоченной Татьяной Москальковой. Накануне беженцы из Курской области снова собрались у здания местного правительства, требуя встречи с врио-губернатором Александром Хинштейном. На Красную площадь вышли около 50 человек, вынужденно покинувших свои дома в Глушковском районе полгода назад. Наши дети забывают, что такое родной дом. Наши старики умирают в ПВР на казенных койках. Но до сих пор власти региона не хотят замечать нарастающий ком проблем, которые в нашей жизни возникли не по нашей вине. Складывается мнение, что мы не нужны государству. Впрочем, Хинштейна митингующие так и не дождались. Жители возмущены, что обещания Путина о финансировании для региона не выполняются, а их проблемы попросту игнорируют. Это уже не первый митинг беженцев, но конкретных решений до сих пор нет. Ну а пока куряне требуют спасения родных и помощи беженцам, в Москве 17-летним школьникам начали автоматически рассылать уведомления о постановке на воинский учет через СМС и портал МОСРУ. Родителям тоже приходят сообщения. Военный комиссар столицы Максим Локтев уверяет, что это только учет и, мол, никуда ходить не надо. Но как только юношам исполнится 18, их все равно ждут в призывном пункте. Ну, конечно, исключительно для сверки документов. Звучит слишком знакомо, чтобы не насторожиться. Дональд Трамп заявил, что США могут ввести новые санкции против России, если Путин не захочет сесть за стол переговоров о мире в Украине. При этом Трамп напомнил, что рассматривает возможность поставок оружия Киеву, но призвал ЕС активнее поддерживать Украину. Сам же он собирается в ближайшее время обсудить мир с Путиным. Кроме того, Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу завершить конфликт за 100 дней. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз отправить в Украину 200 тысяч миротворцев для предотвращения новых нападений России после войны. Он назвал это минимальной гарантией безопасности и заявил, что Украина не пойдет на сокращение армии или отказ от вступления в НАТО, даже если Россия этого потребует. Тем временем посольство Украины в Израиле заявило, что Цахал может передать Киеву захваченное у исламистов российское оружие. Однако, по словам источника издания «Инсайдер» в МИД Израиля, цитата, «это ерунда, никто никому ничего не передаст». Накануне в Тель-Авиве произошло нападение с ножом. 4 ранены на улице Нахалат Беньямин, недалеко от рынка. 2 24-летних получили ранения средней тяжести. Еще 2 мужчин 28 и 59 лет легкие. Пострадавших доставили в больницу. Нападавший, предположительно иммигрант из Марокко с видом на жительство в США, въехал в Израиль как турист. Власти подозревают теракт. Что же, это были главные новости к данному часу. Оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы дублируем там все выпуски, в том числе в аудиоформате, на случай полной блокировки Ютуба. И главное, берегите себя.